Привет всем, друзья! На этом канале мы часто рассказываем о предсказаниях провидцев со способностями, которых нет у обычных людей. Сегодня будет выпуск о пророчествах человека, который не сверхспособностями, но потрясающим аналитическим умом и с помощью своей особой теории прогнозирования может с точностью, близкой к стопроцентной, определить будущее каждого из нас, а также будущее городов и целых стран. С 10 лет Александр Литвин, будущий аналитик и прогнозист, занимался исследованием глубинных процессов и достиг невероятных результатов. Данные, что получил Литвин, позволили ему разработать единую систему взаимосвязей, по которой можно спрогнозировать любые события в мире и жизни каждого человека, если знать вводные данные. Похожий метод прогнозов есть и у знаменитого гения математики Сиддика Афгана, который безошибочно определил дату распада Советского Союза. Кстати, у него есть и немало предсказаний о будущем, ссылка на видео с его прогнозами в описании. Удивительно, но расчеты и знания цикличных процессов во Вселенной во взаимосвязи с математикой, физикой и другими фундаментальными науками дают нам понятие о будущем не менее точное, чем прогнозы из видений пророков и ясновидящих. А подчас именно точный анализ взаимосвязи цифр, дат и истории дает потрясающе верный результат в прогнозировании будущего. Когда Александр Литвин понял, что его метод расшифровки будущего дает потрясающие результаты, он решил попробовать себя на единственной площадке в России, где можно было открыто заявить о своих способностях. Обладающая сомнительной репутацией «Битва экстрасенсов». И тогда появление Александра Литвина, действительно сильного ситуационного аналитика, произвело на участников и организаторов шоу сильное впечатление. Ему поверили люди, и он стал заслуженным победителем проекта. Военный врач, юрист, фармацевт. Он слишком отличался от тех, кто мнил себя посланниками небес. Литвин даже написал книгу под названием «Выше Бога не буду», в которой простым языком описал свои методы и личный опыт, рассказал о развитии интуиции и о том, что каждый может через науку и метод самопознания и анализ окружающего мира прогнозировать свою судьбу и события в мире. Когда появилась такая площадка телевизионная, на телевизионном канале, до этого не было никаких таких платформ, где можно было бы сказать, что я кое-что умею. И в 2008 году я использовал ее для стартапа. Реально, как посмотрел, там тысячи человек. И начал так смотреть, думаю, посмотрю, у меня же все-таки достаточно большой медицинский опыт. Думаю, так, тут половина явно шизофрения, со сверхценными идеями. Там процентов, наверное, там 30 шарлатаны, там конкретные такие, то есть с хорошим знанием психологии. И часть людей была достаточно интуитивных. На проекте Литвин не делал громких заявлений, вел себя скромно и спокойно, в отличие от экстравагантных экстрасенсов, просил себя таковым не называть. «Я аналитик и парапсихолог», — говорил Александр. Ему не были нужны озарения свыше, чтобы предвидеть события будущего. Сегодня мы поговорим о прогнозе Александра Литвина на ближайшие месяцы и годы. Особая система аналитика позволяет делать специальные карты будущего, что прогнозирует личную жизнь, здоровье, профессию, карьеру для каждого отдельного человека, а также для целых стран и государств. Такой подход наиболее интересен сейчас, когда афонские старцы и святые предупредили о скором конце времен и начале нового мира, в котором останутся истинно верующие, и не будет места злодеям и слугам Антихриста. Что говорит о конце света Александр Литвин? Все ожидали, что это будет декабрь 2012 года. Я накануне сказал, что не произойдет никаких событий, связанных с концом света. И в святых источниках, классики что нам пишут? Классики нам пишут то, что мы не узнаем о том, когда это будет. Наверное, в этом есть смысл. О том, что мы должны жить и развиваться, независимо от того, существует угроза или не существует. Конец света, по расчетам аналитика, есть лишь информационный повод, и не более. Проще говоря, его мнение состоит в том, что на этом лишь зарабатывают деньги, пророча на каждое новое десятилетие одно и то же. Он говорит, что ведомые люди с удовольствием смотрят передачи на эту тему и философствуют об удивительном будущем, в то время как любые сверхсобытия на самом деле маловероятны, в чем снова и снова убеждаются люди.
Парадокс в том, что какими бы трагичными ни казались события конца света, у некоторых людей этот день ассоциируется со вселенской справедливостью, с наступлением самого верного суда, перед которым будут равны все, и богатые, и бедные, и живые, и мертвые. Тот день, когда ни у кого не будет преимуществ, говорит Литвин. Также размышления о конце света отвлекают людей от обыденности жизни, от ее проблем, заставляют думать не о том, что происходит вокруг, а о своей внутренней составляющей. Цитата. В любых древних источниках, что в Библии, что в Коране, что в Талмуде, сказано: «Никому на земле не дано знать, когда наступит конец света, так что все заявления на этот счет не стоит принимать всерьез». Позицию аналитика до сих пор многие не разделяют и склонны верить более знакам небес, нежели здравому смыслу, и кто же окажется прав, покажет время. Далее Александр говорит, что если вдруг вы чувствуете на себе массу негатива, если ваша жизнь будто бы меняется, так не самым лучшим преобразованием современного мира. Причина всему есть не в приближении расплаты и конца, а объяснимые деструктивные события, которые были запрограммированы в вашем прошлом. Для того, чтобы изменить свою судьбу и жизнь, нужно всего лишь перевести эти процессы в режим разумного управления и исправления эпигенетики до состояния баланса, который обеспечивает прогресс человека и его потомков. Дело далеко не в мистических аспектах, а в том, что, по мнению аналитика, биология, космос и социальные исторические процессы взаимосвязаны. Если мы не можем что-то объяснить с научной точки зрения, значит, мы просто еще не поняли, как это можно сделать, и начинаем фантазировать, приписывая несуществующие причины и следствия, паранормальные и сверхъестественные. Если же человек начнет развивать свою интуицию и знания о мире, общности людей будущего смогут обеспечить глобальную положительную генетическую мутацию вида Homo sapiens Homo intuitiv. Это, к слову сказать, общество счастливых, развитых, интуитивных людей, способных прогнозировать свое влияние на прошлое, настоящее и будущее не только в масштабе ближайших лет, но и для своих потомков. Все наши действия и предки создают общую генетику рода, что имеет отражение на судьбах каждого из членов рода. Но вернемся к прогнозам. Месяц назад, в начале ноября, Александр Литвин предупредил каждого об опасности необдуманных перемещений. И это, конечно же, связано с пандемией, но есть четкая рекомендация аналитика для тех, кто, несмотря на обстановку в мире, решит продолжить свои исследования и путешествия. Цитата. «Идеальное направление перемещения в пространстве сейчас – это северо-запад от места рождения. Это направление Литвин считает самым безопасным из всех имеющихся». Проблемы и конфликты в ближайшем будущем будут возникать у людей, которые часто употребляют нецензурную речь. Дело в том, что каждое слово важно произносить обдуманно. Все, что мы говорим, оказывает влияние на наше состояние и даже судьбу и перемены. Самое главное слово, определяющее судьбу человека с рождения, есть наше имя во взаимосвязи с числами даты. Слова имеют энергетические импульсы, которые влияют на окружающий мир. Нецензурная речь эмоционально деструктивна, она окружает человека негативом, который распространяется и на всех, кто слышит эту речь. Если негативной энергии слишком много, пространство реагирует на нее материализацией. Тогда могут случиться несчастья или мелкие неприятности. Сейчас особенно важно следить за своей речью. Слишком много негатива окружает человека, и так не стоит нагнетать еще больше. Далее, несмотря на ситуацию в мире, прогноз Литвина относительно будущего достаточно оптимистичный. Цитата. «То, что казалось незыблемым, рассыпалось. Значит, старые схемы были неверными. Скоро, очень скоро, мы опять начнем строить, но уже с опытом, с умом, с учетом ошибок прошлого. Это значит, что любые сложности не вечны, а в настоящее время преодолимы очень скоро. И это действительно благоприятный прогноз на фоне тех, что говорят лишь об усугублении ситуации». Далее, цитата. «Это не пустое время, это время рождения гениальных идей. Главное, до поры до времени следует держать эти идеи при себе. Хаос продолжается, и не следует разбрасываться идеями, их унесет время перемен. Сейчас надо внимательно изучить детали мироздания, запомнить, что, откуда и как это можно применить. Начинайте с малого. Чем больше запомните фрагментов прошлого, тем легче будет строить большое будущее». Что касается следующего месяца, декабря, Александр Литвин предупреждает: декабрь – это хаос во всем, но хаос – это необходимое стремление к порядку. Декабрь усиливает любой хаос, это время депрессий и усиливающихся нестабильных состояний психики. Особенно это касается рожденных в июне и спортсменов, говорит аналитик. Пандемию Александр Литвин называет инструментом эволюции человека, очередным серьезным этапом, которых в истории было немало. Вне зависимости от наших желаний, мир на любых этапах развития стремится дальше, несмотря на стоп-сигналы, несмотря ни на что. То, что будет происходить дальше, зависит от нас. Как всегда, в лучшем положении окажутся или самые хитрые, или самые стойкие.
Превосходные качества представителей любого вида важны для эволюции, и периодически в живой и даже неживой природе наблюдается очищение. Это совершенно нормально, каким бы пугающим ни казался очередной этап трансформации. По факту из расчетов Литвина в пределах 29 градуса северной широты, то есть для нашего полушария Земли, есть следующие наблюдения о будущем. У каждого человека есть свой собственный 12-летний цикл. При этом один раз в 6 лет, почти что день в день, происходит обновление. Человек резко теряет силы, но скоро они возвращаются. В этот момент меняется восприятие, и человек, вспоминая себя прошлого, часто бывает несколько удивлен своими поступками, своими мыслями. Он будто бы обретает нового себя, при этом на физическом уровне он есть такой же, как был раньше. Такие циклы есть и у домов, и у растений, у государства, у всего. Для любого государства цикл 120 лет, говорит аналитик. Для нашей страны новый цикл начался в 1917 году, значит, закончится в 2037. 2022 год станет временем колоссального количества открытий, связанных с нашей планетой и ее природой. Удивительно, что Александр Литвин называет именно этот год ведущим по части фундаментальных открытий. В то время как та же Ванга обещала деструктивные события, связанные с зеркальным днем 5 двоек. Также еще в 2015 году Литвин отметил, что именно в 2022 во всем мире усилится интерес к христианству, но что станет толчком к этому, пока не ясно. Следующий за ним 2023 год Литвин назвал годом дипломатии, когда страны будут создавать альянсы, начнут договариваться не военным, а дипломатическим путем. Страны будут искать компромиссы и успешно их находить. На этом фоне начнется экономический рост и рост благосостояния граждан. В 2024 году будет сформирована новая политическая элита. Северо-восток и восток России будет широко исследован, периферии будет дана вторая жизнь. Многие люди потянутся в экологически чистые места. Там снова будут созданы рабочие места и условия для жизни и процветания. 2024 год станет самым удачным для России за 10 лет. Многие социальные проблемы будут решены. Уязвимым слоям населения будет оказана существенная помощь и поддержка государства. Появятся новые законы, очень важные и нужные. 2025 год будет относительно тихим, никаких существенных перемен в политике. Зато в культуре этот год станет настоящим бумом. В сфере искусств появится много нового и интересного, и лишь к 2028 году Россия достигнет истинной мощи и стабильности. Все мировые и внутриполитические процессы будут этому способствовать. Возможно, именно тогда Россия станет ориентиром для всего мира. Кстати, раз уж мы вспомнили сегодня математика Сидика Афгана, то его числовые прогнозы совпадают с аналитическими данными Литвина. Это что касается России. Но он видит ее мощь в воссоединении с государствами, что некогда уже были частью Союза, и с присоединением новых. Что же окажется истиной, мы узнаем уже очень скоро. А это были прогнозы лучшего ситуационного аналитика страны Александра Литвина. Как вам кажется, верны ли его предсказания, или на самом деле все будет не так? Пишите свои мысли в комментариях, и если понравилось видео, не пожалейте лайк. Подписывайтесь, чтобы первыми увидеть новые интересные ролики. Переходите на официальный сайт, где мы регулярно публикуем статьи о будущем, и будьте в курсе того, что нас ждет. Спасибо за просмотр. До новых встреч!